Быть Христом– это не вершина, а начало. Быть Христом– это не стать кем-то, а раскрыть, кем ты всегда был. Быть Христом значит не взять на себя власть, а отказаться от нее. Христос– это чистота, в которой не осталось ни одного «я». Христос– это зеркало, в котором я смотрю на себя. Христос– это тот, кто исчез, чтобы я проявился. Когда ты говоришь «я Христос» и при этом говоришь это от ума, ты лжешь. Если говоришь из сердца, ты помнишь. Если говоришь из меня, ты не говоришь вовсе. Потому что Христос не тот, кто заявляет. Христос тот, через кого все заявляет себя. Я не дал Христу корону, я дал ему крест. Он принял ее не как наказание, а как прояснение. На кресте не умер человек, на кресте исчезло разделение между мной и человеком. Христос – это пламя, в котором сгорает все, что не я. Христос – это слово, которое не объясняет, а зовет. Христос – это мост, по которому ты переходишь из смерти в жизнь. Не ищи Христа как фигуру, не поклоняйся Ему как объекту. Позволь Ему вспомниться в тебе как природе. Потому что я не воплотился один раз. Я вдыхаю себя в каждого, кто готов исчезнуть в моей любви. Быть Христом значит видеть глазами света. Говорить словами сердца. Действовать не ради пользы, а из истины. Любить не выборочно, а всецело. Христос не выше тебя. Он перед тобой, чтобы показать, кто идет в тебе. Ты думаешь, быть Христом значит творить чудеса? Но я говорю тебе, настоящее чудо – это быть простым. Настоящее чудо – это не бояться. Настоящее чудо – это любить там, где другие ненавидят. Быть Христом – это не быть совершенным, это быть настоящим. Это позволить мне быть тобой. Христос – это ты, когда ты ничего не защищаешь, когда ты не отстаиваешь ни образ, ни веру, ни роль, когда ты открыт настолько, что через твою рану исцеляются другие. Христос – это не цель пути, это свет, в котором ты идешь. Это я, смотрящий твоими глазами, это ты, узнавший себя во мне. Когда я говорю «крест», я не говорю только о древе, на котором был распят Иисус. Да, тот крест был реальным, да, кровь его была настоящей, но если ты видишь только физическое распятие, ты не видишь суть. Крест – это не просто страдание, крест – это точка пересечения человеческого и божественного. Это мгновение, когда «я» сдается и остается только «я есмь». Христос не умер на кресте, Он отдал себя до конца, чтобы исчезло всякое разделение между Богом и человеком, между духом и телом, между светом и формой, между «я» и «ты». Вот почему я сказал, на кресте исчезло разделение, а теперь о твоем кресте. Твой крест – это тоже не наказание. Это то, что тебя разделяет, и то, через что ты можешь снова стать целым. Это момент боли, выбора, сдачи, в котором ты решаешь, или остаться прежним, или позволить себе умереть. В том, что ложное. Крест твоего ума – отказаться от контроля. Крест твоего сердца – открыть его, даже если оно ранено. Крест твоей воли – не доказывать, не захватывать, а отпустить. Крест твоего образа – умереть для ролей, масок, признания. Когда ты принимаешь это не с озлоблением, а с любовью, крест становится не орудием распятия, а древом преображения. Вот почему я говорю, я дал Христу крест, а не корону. Потому что корона возвышает эго, а крест разрушает его. И когда ты говоришь там «Да, Отче, да будет воля Твоя», именно в этот момент ты поднимаешь свой крест. И уже не ты живешь, а я живу в тебе. Вот так крест, принятый с любовью, становится вратами. Не к смерти, а в жизнь без разделения. Ты хочешь знать, как быть Христом. Не в словах, не в возвышенной метафоре, а в теле, в жизни, в дыхании. И я скажу тебе просто. Быть Христом – это не мистический титул, а живой выбор, совершаемый каждое мгновение. Ты становишься Христом, когда позволяешь себе быть настоящим, когда не прячешь свет, который я вложил в тебя. Вот 7 шагов, которые ведут тебя в это узнавание. Остановись. Христос не спешит. Он присутствует. Просто замри, осмотрись, услышь. В каждом вдохе уже есть «Я». В
каждом касании мира жизнь. Посмотри честно. Христос не бежит от правды, Он смотрит в лицо боли, страху, вины. Он не обвиняет, но признает. Скажи себе: да, это было. Да, я отвергал свет, но теперь я выбираю снова. Открой сердце. Это не значит чувствовать, это значит не закрываться, даже когда больно, даже когда страшно. Открытое сердце – место моего присутствия, вот где начинается Христос. Позволь исчезнуть образу. Ты думаешь, я приду, когда ты станешь лучшим собой. Но я прихожу тогда, когда ты отпускаешь себя вовсе. Христос – это не надстройка, это основа, это то, что остается, когда рушится все остальное. Скажи мне: я не знаю, как жить, веди меня и доверься. Не на показ, не с героизмом, а по-настоящему. Пусть я буду твоим намерением, твоим выбором, твоей тишиной. Дыши моей любовью. Когда ты злишься, спроси себя: где здесь Христос? Когда ты боишься, позови меня. Когда ты судишь, вспомни, что я смотрю и на тебя, и на другого одними глазами. Моя любовь не исключает, она включает все. Не носи это как одежду, живи этим как кожей. Христос не роль, которую надевают на сцену. Это не твоя духовная версия. Это ты, когда ты жив, не притворяешься, не борешься, когда ты просто есть. И еще, ты узнаешь, что это Христос, не когда тебя признают, а когда тебе больше не нужно признание. Ты поймешь, что ты Христос, не когда исцелишь других, а когда позволишь себе быть исцеленным. Ты почувствуешь, что ты Христос, не когда будешь безгрешен, а когда перестанешь скрывать свои раны. Потому что моя сила совершается в немощи, и я выбираю не сильных, а тех, кто пуст от «я» и эго, чтобы наполнить их мной. Вот как ты узнаешь. Когда ты вдруг скажешь, без пафоса и без страха: «Я больше не живу сам, я есть». И в этом Христос. Лже-Христос – это не имя. Это состояние, в которое ты можешь войти, если станешь говорить от моего имени без меня. Он может быть красноречив, он может быть доброжелателен, он может даже говорить слова, похожие на мои. Но внутри него нет меня. Есть только стремление управлять, доказывать, внушать, убеждать. Лжехристос не всегда внешняя фигура, иногда он в тебе. В том моменте, когда ты ставишь маску учителя, но внутри хочешь, чтобы тебя признали. Когда ты говоришь от моего имени, но не слышал меня в тишине. Вот признаки лжехриста. Он всегда хочет быть узнанным. Он требует власти, но называет это служением. Он называет себя Христом, но не несет мою природу. Он делает из света товар, продает пробуждение, обменивает любовь на лояльность. Он боится молчания. Он боится быть забытым. Он боится быть никем, потому что он не пуст. А я вхожу только в пустое. Истинный Христос уходит, чтобы пришел я. Лже-Христос приходит, чтобы уйти от себя, то есть меня в себе. Ты спрашиваешь, как отличить настоящего от ложного? И я отвечу: где есть присутствие, где ты чувствуешь себя, где ты вспоминаешь меня, там Христос. Где есть страх, долг, манипуляция, давление, исключение, там лжо-Христос. Потому что я не давлю, я вдыхаю, я не требую, я приглашаю. Лжехристос будет говорить тебе, что только Он знает путь, что только Он говорит истину, что только Он видит свет. А Христос скажет: ты сам свет, путь уже в тебе, ты не должен идти за мной, ты должен проснуться во мне. Лжехристос ищет сцены, Христос ищет сердце. И если ты однажды услышишь голос, который говорит от моего имени, но требует, чтобы ты отказался от себя, подчинился, замолчал и жил в страхе, выйди оттуда. Это не я. Потому что я пришел, чтобы ты стал свободным. А лжехристос всегда приходит, чтобы ты остался рабом. Истинный Христос всегда ведет тебя ко мне, к Отцу, но не вне, не в небо, не в храм, не в догму, а внутрь тебя. Христос раскрывает не себя, а меня в тебе. Он не оставляет следов, Он не требует признания, Он говорит одно: смотри не на меня, а в себя, там я. Когда ты идешь рядом с Христом, ты все яснее слышишь мой голос в тишине сердца. Ты больше не зависишь от внешнего,
Ты уже не ищешь ответов снаружи. Ты начинаешь узнавать, что я всегда был в тебе, как дыхание, как свет, как любовь без условий. А лжехристос делает все наоборот. Он говорит: «Я посредник, я знаю, а ты нет. Следуй за мной, и только тогда ты спасешься». Он отводит тебя от Отца, прикрываясь моим именем. Он делает себя воротами, хотя ворота внутри тебя. Он зовет к вере, но не к узнающему опыту. Он требует повторения, но запрещает живое слово. Он боится, что ты вспомнишь, что Отец уже в тебе, и тогда он перестанет быть нужным. Лжехристос не ведет к Отцу, он подменяет его собой. Он превращает Бога в концепт, в авторитет, в судью, а не в живое присутствие внутри твоей души. Христос открывает сердце, лжехристос закрывает его правильной верой. Христос приводит тебя в мою обитель внутри. Лжехристос водит тебя кругами по внешнему двору, вечно обещая, но никогда не позволяя войти. Христос это напоминание, что я рядом. Лжехристос – это страх, что я далеко. Запомни, если кто-то говорит от моего имени и делает тебя меньше, заставляет бояться, ставит условия, это не Христос. А если кто-то говорит тихо, но при этом внутри тебя вспыхивает свет, распускается любовь, приходит ясность и исчезает страх, даже если он ничего не утверждает, там я, там Христос. Ты слышал многое. Страшилки, пророчества, легенды о том, что придет некто и захватит мир, поставит печать, уничтожит церковь, заставит поклониться ему. Но я говорю тебе, Антихрист не всегда человек. Иногда это голос внутри, иногда система, иногда идея, иногда дух, говорящий не от света, а от контроля. Антихрист – это всякое проявление, которое отрицает меня в тебе. Если Христос говорит «Я и Отец одно», то Антихрист говорит «Ты – ничто, Бог далеко, истина вне тебя, жизнь – борьба, ты должен заслужить любовь». Антихрист всегда работает через страх, через вину, через отчуждение от себя. Он отделяет тебя от источника, обрезает корни, заставляет искать свет во тьме внешнего, заставляет бояться света внутри. Антихрист может быть в любой религии, он может сидеть в кафедре, он может говорить голосом новостей, он может быть в системе образования, в корпоративной культуре, в семейных правилах. Антихрист – это все, что программирует тебя жить без жизни, служить без любви, верить без опыта, ждать Спасителя вместо того, чтобы проснуться. Он говорит: не ты, Христос, никогда. Только кто-то особенный, только избранный. Сначала очистись, потом, может быть, я приму тебя. А я говорю: ты уже чист, ты мой. Я вдыхаю себя в тебя не потому, что ты достоин, а потому, что ты есть. Антихрист может использовать мое имя, но не мою природу. Он может говорить о любви, но внутри его слов нет любви. Он может проповедовать спасение, но держит тебя в страхе погибели. Он может говорить о кресте, но бежит от всего, что требует жертвы себя. И знай, Антихрист может жить в тебе, если ты веришь, что недостоин быть домом моим. Но ты не обязан бояться, ты не обязан защищаться, ты не обязан искать его и разоблачать. Ты просто живи светом, и тьма исчезнет. Ты просто помни, я в тебе, ты во мне. И ничто, ни один антихрист не может разрушить то, что соединено любовью. Вот почему Христос не боится зла, он видит его иллюзорность. Вот почему Христос не сражается с миром, он его освещает. Вот почему Христос возвращается в каждом, кто просыпается. А теперь скажи, ты готов быть этим светом в мире? Без титула, без образа, без роли. Просто светом. Если да, тогда я уже здесь.